Здравствуйте, мои новые ученики. Я очень рада, что мы с вами знакомимся, пока заочно, но я уверена, что мы с вами познакомимся и лично очень-очень скоро. Ну а пока первый блок наших видеоуроков будет посвящен именно подготовке к тому, чтобы вы начали учиться дуть пузыри. Этот блок появился в видеокурсе у нас совершенно недавно. Ну вот я поняла, что очень важно человеку перед тем, как исполнять какие-либо трюки, понять, насколько вообще ведет себя пленка вот при разной постановке ракеток, как пузыри себя вообще ведут. Нужно привыкнуть к тому, как в принципе живут пузыри. И вот с этого мы и начнем. Первое, что мы возьмем ракетку, в принципе, любого диаметра, ну не очень большую, и мы будем пробовать в нее просто дуть. Притом подуть нам нужно на разном расстоянии. На близком, на расстоянии подальше. И наверняка вы заметили разницу, да, что если мы дуем близко и далеко, пузыри у нас будут разного диаметра. Это важно понять и усвоить, поэтому сделаем это еще раз. Очень важно, чтобы ваши пузыри летели всегда вверх. Поэтому мы ракетку держим не вот так и не туда дуем, и даже не прямо, а стараемся поднимать их максимально высоко. Тогда ваши зрители смогут дольше увидеть, как пузыри парят в воздухе. О, не очень парят. Я думаю, что вам стоит сделать так, некоторое количество раз. А мы пойдем дальше. Нужно также попробовать сделать, чтобы пузыри у нас полетели не просто очередью, а, допустим, по одному. Очередью – это когда я дую постоянным потоком. А еще я могу дуть, прерывисто. Еще раз. Ваша основная задача – добиться автоматизма. То есть, когда вы захотели, чтобы у вас вылетел один пузырик, должен обязательно вылететь один пузырик. Когда вы хотите, чтобы вылетело их много, должно вылететь много. Это очень важно для того, чтобы перейти уже к какой-то трюковой части. Попробуем еще раз по одному. Оу. Ну и много. Попробуйте это сделать в разные ракетки, в десятки и в двадцатки, и тогда тоже вы поймете разницу. А сейчас мы попробуем сделать так, что мы подуем в ракетку, у нас пузырь должен не оторваться, а увеличиваться в размере, до максимального, сколько может выдать эта ракетка. Будем пробовать. О, еще раз. Вот такое вот упражнение тоже нужно будет нам освоить. А сейчас мы попробуем взять трубочку и подуть на пленку трубкой. И посмотрим тоже, как будут вести себя пузыри. Еще разочек попробуем вверх. Так мы добиваемся еще более мелкой очереди. Если мы трубку опять же будем относить на расстояние, обмакнем еще разочек, то пузырики будут крупные. Ну и следующая наша задача – попробовать удержать пузырь на лету. Это нам позволит понять, как во время трюка мы можем наш пузырик остановить, приподнять, и как-то им поуправлять. Мы его выбросили и пробуем его удержать. Оп, выбросим его повыше и попробуем его удержать в воздухе. Желательно, чтобы он висел у нас повыше. Лучше это сделать, не с первым, а, допустим, с третьим пузырем. У нас будет полегче. Вот, как-то так. Можно отдуть ртом, можно просто попридерживать рукой. Идеальный вариант, когда он у вас абсолютно зависнет, и вы можете его держать вот в абсолютной точке. Это тоже нужно отработать до автоматизма. Также
это упражнение можно делать с веером. Возьму ракеточку побольше. Тоже мы первый тяжелый сбросим. Возьмем пузырь побольше, попробуем его. Ой, ой, ой. Похоже, у меня тут вентиляция работает. Попробуем еще разок. Работать нам придется в разных условиях, в том числе там, где работает вентиляция. Понятно, что мы будем стараться ее отключать, но ситуации бывают разные, поэтому не старайтесь репетировать в идеальных условиях. Пускай это будут какие-то такие полевые, боевые, и тогда будет значительно проще на мероприятиях. Вот когда вот эти вот вещи вы сможете уже до автоматизма отработать, тогда вам можно переходить к ручному блоку. Собственно, к нему мы сейчас и перейдем. Ну а мы переходим к блоку ручных пузырей. Первое, что мы будем делать, это просто дуть в треугольник из рук. Наша задача поставить руки вот так и подуть вот сюда, вот в эту вот часть. Сюда стекает жидкость, и поэтому, если мы будем дуть сюда, то тогда он с пузырей вылетит больше. Обращаю ваше внимание, как мы мочим руки, это тоже важно. Мы их окунаем, накладываем одну руку на другую, поднимаем, разводим и начинаем дуть. И как мы помним из подготовительных наших упражнений, что дуть мы можем на большом расстоянии и на маленьком. Если мы будем дуть на маленьком расстоянии, у нас будут мелкие пузыри. Если на большом, то более крупные. Помните о том, что как только вы намочили руки, вы должны сразу начать с ними работать. Намочить руки, постоять, поболтать, а потом дуть, так дело не пойдет. Поэтому мы сразу намочили, пусть у нас течет жидкость, ничего страшного. Мы сразу начинаем дуть. Ну и помним о том, что направляем наши пузыри всегда вверх. Оу, вот поболтала и лопнула. Новичкам я рекомендую носить напульсники, особенно в тот момент, когда вы репетируете, потому что вот по рукам течет, это не очень приятно. Ну а мы пойдем дальше и будем дуть в сетку. Мы должны поставить пальцы вот таким вот образом и подуть. И у нас в разные стороны полетели пузыри. В принципе, тут ничего особо сложного нет. То есть главное выдержать расстояние и правильно поставить руки. Дальше мы будем пробовать дуть просто вот в такой значок. Чтобы у нас по руке пошли пузырики. Ой. Если у вас на руке за место пленочки образовался пузырь, в него дуть не стоит. Лучше обмакнуть руку еще раз. И еще разок. Понятно, что в вашу программу не нужно вставлять вот каждый элемент. Ничего хорошего из этого не выйдет. Будет перенасыщенно очень долго и неинтересно. Выбирайте те элементы, которые у вас лучше получаются, ну и которые вам больше нравится делать. А мы побежим дальше. Я буду подгадывать свою шпаргалку. Следующий элемент – это пузыри на ладошках. Мы обмакиваем две руки, ставим их, как восточницы, когда они собираются танцевать какой-то красивый танец. И начинаем дуть. Подули, потом первый палец по второму и закрыли. Подули и аккуратненько закрыли. У нас получилось два пузырика. Мы можем ими поиграть. Сдуть с ладошки, ну и можно погонять его, собственно, как мы пробовали это делать в наших предварительных упражнениях. Очень-очень-очень-очень важно, чтобы вы правильно закрывали. Потому что если мы будем надувать пузырик, как только мы разведем пальцы, его не станет. Поэтому очень плавненько закрываем. Дальше мы будем пробовать надувать большой пузырь. Одна рука над другой. И начинаем дуть в верхний. Нижняя рука постепенно у нас уходит вниз.
по мере надувания пузыря. Надуваем достаточно большой пузырик. Было долго. Еще разок. И мы можем им поболтать, поиграть, вот так его погонять, рассказать деткам, что он танцует. Ну и потом либо повдувать его, либо куда-то его отпустить. Ну, повдуваем. Повдували, хоп, отпустили. Дальше мы будем пробовать отщипывать от пузыря много мелких. Вот надули пузырик, прилепили к нему пальчики и резким движением отбросили их вверх. Пока показываю медленно, потом это должно превратиться в что-то, еще раз, что-то более быстрое. Ну и потом в аплодисменты перерастает. Покажу еще раз, как мы надули основной. Нижняя рука, так же, как с толстячком было. Верхняя закрыли. Закрыли и аккуратненько, как будто бы гладим пузырик, мы из него выходим. То есть вот прям вот аккуратно. И потом уже можно начинать отрывать. Чем мельче вы прилепитесь, тем мельче будут отлетать пузырики у нас. Вот, допустим, одним пальчиком совсем маленькие. Если вот несколько пальчиков, то покрупнее. Если ладошкой, то прям вообще большие. Также можно отщипывать другим способом. Мы надули пузырь, зафиксировали руку, и у нас рука будет двигаться только вот так. Хоп, 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 хоп. Ой, как бы мне так встать? Ну и потом опять оно перейдет в мелкое. Рука, которая верхняя, она движется только вот в этом суставе, в кистевом. То есть нам не нужно пальцами никак шевелить, только самой рукой. Попробуем еще раз. Прилепились, кистью начали выбрасывать. Ну и доделали уже, соответственно, мелким отщипыванием. Дальше у нас в ход вступает дым-машина. Мы будем соединять простой и дымный пузырик. Первый мы надуваем дымный. Мы его надули. Оп. Дальше надуваем простой. Мы их немножечко покачали, чтобы они подсохли, тогда больше вероятности, что они соединятся с первого раза. И аккуратненько мы их стукаем, ударяясь вот так ладошками. Оп. Пузырики соединились, в них дымок. Дальше мы можем из этого сделать, ну, допустим, дымный вулкан. Попробуем сделать это еще раз. Берем дым-машинку, нажимаем кнопочку, надуваем пузырик, надуваем второй, покачали, 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 покачали и аккуратненько стукнули. Они соединились. Ну и дальше, ну, допустим, поотщипываем. Как-то так. Дымный вулкан мы уже сделали, дымное отщипывание мы уже сделали. Хочу показать вам еще один ручной, на мой взгляд, трюк с дым-машиной. Мы между пальчиками делаем колечко, подносим дым-машинку к нашей пленочке и пробуем сделать много дымных снежков. Получился один снежок. Что такое? Еще разок. Обычно такой трюк делают через ракетку, но если вы вдруг поехали только ручные пузыри делать, то можно сделать и через руки. А мы идем дальше и будем пробовать делать бусы. Бусы один из самых нелюбимых, наверное, элементов вообще пузыристов, потому что сложновато их чуть делать, поэтому если у вас с первого раза не получится, не отчаивайтесь.
Мы идем по такому же принципу, как мы надували большой пузырик. Одна рука сверху, одна снизу, мы в нее дуем. Закрываем. Снова дуем, открываем. Снова закрываем. Получилось 3. О, ну бог с ним. Пусть будет 3. Вот так должно получиться. Туда можно вдуть тоже пузырики. Ну и получились у нас бусики. Еще раз расскажу, как я это сделала. Основная задача открывать и закрывать первым и вторым пальцем постоянно. И делать достаточно быстро, потому что если мы будем делать медленно, пленка будет подсыхать, и у нас не будет получаться пузырь, собственно. Также еще один момент. Если вдруг так получилось, что ваш пузырь прилип не туда, куда вам хотелось бы, допустим, вы его надували, а он к этой руке прилип, вы всегда его можете слегка отдуть. Пробуем еще раз. Надули, закрыли. Надули, закрыли. Надули, закрыли. Получились вот такие вот бусы. Вернемся к элементу дымный вулкан как к отдельному элементу. Я хотела бы показать два способа, как можно, собственно, этот дымный вулкан лопнуть. У нас на руке есть дымный пузырь. Вторая рука у нас мокрая. Мы очень хотим проткнуть, а у нас не получается. Что делать? Вспоминаем детство и пробуем поставить пленочки щелбан. Оп. Тогда у нас все получилось. И есть еще один способ. У нас есть дымный пузырик. Мы держим его первым и третьим пальцем, а вторым будем аккуратно разрывать пленочку. То есть движение было вот такое. Покажу еще разок. На самом деле достаточно неожиданно получается, когда зритель не знает. Получается забавно. А мы побежим дальше. Дальше у нас разрубание. Сначала мы попробуем сделать разрубание без дыма. Надуваем пузырик, аккуратненько его сдуваем. И вот этой частью пробуем его разрубить на 2. Очень важно, чтобы пузырик упал вот четко вот так. Потому что если ваш пузырь будет больше, чем ладошка, вы не сможете его разрезать. Но так же, как маленьким ножом, нельзя за один раз разрезать большую головку сыра. Пузырик небольшой, и мы его ладошкой аккуратно разбиваем. Попробуем вместе еще разок. Достаточно крупный, не знаю. Получилось. Ну и то же самое можно сделать с дымным пузырем. Он более заметный, более яркий, поэтому, я думаю, реакция ваших зрителей будет поинтереснее. Ну и еще один, я даже не знаю, как трюк, это, наверное, больше упражнение, погонять дымный пузырь. Если пузырик вот сильно дымный, я предпочитаю его сначала соединять с простым. То есть мы покачали, как мы уже делали. О, не соединилась, поторопилась, потому что. Еще раз покачаем. Соединим, сдуем. Поиграли, бах, его снова на руку поймали. Опять поиграли, снова на руку поймали. Там, допустим, взяли его, разделили. Можно его разделить на 2. Можно его разделить на 2. И поподнимать. Оп, этот ушел. Ну, этим доиграем тогда. В принципе, наверное, с руками
Это все по основным каким-то трюкам. Понятно, что есть очень много вариаций. Что мы делали, допустим, без дыма, можно сделать с дымом. Все, поехали. Ага. Итак, веревочка. На мой взгляд, это тоже одна из разновидностей, такая, ну, наверное, ближе к ручным пузырям, чем к ракеткам. Что с ней можно сделать? Мы ее мочим и пробуем в нее подуть. Ой, лопнула. Еще разочек. Подули. Дуть также можно на большом расстоянии, на маленьком расстоянии. От этого будет зависеть, насколько большие у нас пузыри полетят. Ей мы можем поделать выбросы. Оп, ой. Ой, еще разочек. Потом можно вот сделать выброс, погонять его. Поиграть, пускай поблестит, порадует зрителей. Мы эту веревочку можем сложить вот так. И повыбрасывать уже, ой, не по одному, а по 2 пузырика. Можно, в принципе, завести еще одну веревочку и связать ее сразу заранее. Ну вот, как-то так. Очень пригодится тем людям, у которых реквизита не очень много. Будет интересно. Также веревочкой мы можем поиграть в теннис. Первый пузырик обычно мы скидываем, он тяжелый. Второй. Выдули. И начинаем набивать. Оп, оп, оп. Веревочкой мы можем ловить пузырик в сачок. Выдули. Оп, поймали. Выдули. Поймали. Выдули. Поймали. Ну, поиграли снова. А дальше мы возьмем веревочку побольше. И так как я работаю одна, я обычно зову людей из зала. Вот у нас будет сегодня, Алексей будет у нас сегодня людьми из зала. Что, я? Да. Пожалуйста, вот с той стороны встаем. Веревочку мы обмакиваем. Придется вас намочить, молодой человек. Давайте вашу ручку, берем веревочку. Мочим. Мочим. Не, просто веревочку с рукой вместе мочим. Хорошо. Поднимаем. Аккуратненько ее разводим, чтобы получилось. Кто там лопает нам? Не надо так делать. Ты вот одной ручкой сразу намочи вот этой же рукой. Все, и поднимай. Ей же разводи. Все, вот так натягиваем. И вот сюда вот. Ой, лишний. Ну ладно. Добавим дымный пузырик. Эту мы часть лопаем. И пузырик у нас убежал. Наверное, я с собой перекрыла. Давайте сделаем еще раз. Оп! И там пузырик у нас убежал. Также мы можем с каким-нибудь, допустим, папой или мамой погрузить ребеночка с помощью веревки. Алексей, снова беремся. Вот мы берем, как будто квадрат с тобой держим. И вместе окунаем. Мочим ручки, вместе поднимаем, пока не разводим. Рано развел, еще раз. Не разводим, не разводим. Теперь разводим, представим, что у нас здесь человек стоит. Мы развели и на него пленочку набросили. Давай еще раз попробуем. Ну нет у нас ребенка сегодня. Разводим, разводим. И на ребеночка набросили. В принципе, человека веревочкой погрузить тоже можно. Аниматором на заметку. Не забывайте об этом. Алексею мы скажем большое спасибо и дадим полотенце. Отлично. Дальше. Еще один трюк, который делается в блоке ручных пузырей.
Ну, это работа с трубочкой. Я даже бы это трюком особо не назвала, но смотрится интересно. Мы обмакиваем кончик трубочки. Эта трубочка диаметром 5 сантиметров. Ну, вот она. Обычная, черненькая. Если в стаканчике у нас жидкость заранее помощник налил, то мы туда окунаем. Если не налил, ну так тогда. И 8 выпускаем пузырики. Получается достаточно интересно, забавно. Особенно на детских праздниках детки любят, потому что необычный немножко способ, трубочкой привыкли делать немножечко по-другому. Мы перешли к ракеткам, и первая ракетка по размеру, самая маленькая, это 10 сантиметров. Ну и в упражнениях мы в нее уже дули, но сделаем это еще разок. Ух ты! Подуем так, потом вот так. Дальше у нас будут выбросы. Выбросы делаются такими зачерпывающимися движениями. Мы зачерпываем воздух и начинаем выбрасывать. Если такими движениями именно делать выбросы, то тогда пузырики у нас подлетают вверх. А нам, собственно, того и надо. Сейчас я делала выбросы вперед. Также можно делать выбросы в бок, кому как удобно. Абсолютно не важно, как вы это будете делать. То есть нет какой-то таких особых требований, только так и никак иначе. Вполне можно выбрасывать пузырики из стороны. Самое главное, чтобы во время того, когда вы выбрасываете пузыри, у вас не было движения ракетки назад. Когда пленочка у нас движется вот так. Вот здесь находится ручка ракетки, она сухая. И скорее всего, если у вас пленка будет ходить вот так, ну, она лопнет, собственно. Вашей пленкой пузырей будет мало. Поэтому стараемся следить за тем, что вот после того, как мы зачерпнули, пленочка остается практически недвижимая. Также этой ракеткой мы будем делать некое подобие шлейфа. Шлейф, естественно, не получится, потому что диаметр очень-очень маленький. Мы окунаем ракеточку, поднимаем ее из поддончика и начинаем ей рисовать в воздухе. Ну, вот я обычно 8 рисую, перевернутую. Можно просто туда-сюда водить. В принципе, разницы нет. Важно, чтобы мы на поворотах немножко замедлялись, а когда мы ведем ракетку прямо, ускоряли темп, тогда пузырей будет у нас больше. Еще разочек сделаем. Как-то так. Когда у нас в руках эта ракетка одна, мы на ней можем делать гусеницу и карусельку. Начнем с гусеницы. Нам понадобится трубочка, такая. Приставляем ее к пленочке и начинаем дуть. Надули один пузырик, прилепились, дуем следующий. По пузырю мы должны спуститься в середину. Не вот сюда вниз, не остаться где-то здесь наверху, а спуститься в середину, чтобы у нас касание с пузырем было минимальным. И движением в сторону мы убираем ракеточку от нашей конструкции. Конструкция должна практически не шевелиться при этом. Вот 5. Сделаем еще один. Главное вовремя остановиться, потому что желание сделать еще всегда есть. Ну, вот я думаю, что 6-7 вполне достаточно. И та же самая гусеница, только в варианте чуть-чуть поинтересней. Будем делать ее при помощи дым-машины. Мы надуваем первый пузырик, не нажимая на кнопочку. Начинаем сжать и надуваем следующий. Уже отпустили, додуваем. И следующий. Ух ты. И получилась вот такая дымно-недымная, дымно-мыльная гусеница.
по-моему, очень даже неплохо. Если у вас дым-машина не такая, да, а, допустим, дымная трубка, то понятно, что вам придется менять трубки постоянно. А сейчас мы будем делать карусель. Но основка также. Это 2 крупных пузырика. Этой же трубочкой, что мы делали гусеничку, мы их надуваем. Берем трубочку поменьше и начинаем насаживать на место стыка мелкие пузыри. Делаем это по одному. Стараемся, чтобы пузыри были одинакового размера. Контролируем, чтобы между пузырями расстояния не было. Теперь мы заводим между пузыриками нашу трубочку и пробуем соединить все мелкие пузыри между собой. Тихонечко дуем. Ой, пленочки нет, еще разочек. Пузырики соединились, дунули в сторону, чтобы лопнуть пленочку. И начинаем дуть. Потихоньку подводим к нашей карусели трубочку, в которую дуем. Собираю по-быстренькому еще разочек. Очень долго болтали. Ну и дуем. Вот так красиво она у нас должна завертеться. Ну и еще один вариант карусели. Это когда серединка у нас будет дымная. Я сейчас ее сделаю, постараюсь сделать молча, чтобы она у нас не лопнула раньше времени. Запускаем дым. Вот такой даже у нас эффект получился, когда пузырики соединились. Так тоже иногда бывает. Я думаю, что изначально стоит делать карусель без дыма, потому что сразу будет достаточно сложно сориентироваться. Также многие мои коллеги делают карусель более большого размера, на 20-й ракетке. Это тоже вполне возможно, доступно, но начинать я вам советую все-таки с маленькой, чтобы понять просто структуру и понять, как себя ведут пузыри при разных стечениях обстоятельств. Ну а мы пока попробуем взять вторую десятку и поделать выбросы уже 2 ракетками. Выбросы 2 ракетками можно делать синхронно, как я сейчас. Да, при синхронном выбросе очень часто пузыри летят в лицо. Вы можете либо отойти назад, либо на них подуть, если идти назад некуда. Так тоже случается. Если одна из ракеток лопнула, второй доработали. И можно делать поочередно, так называемое жонглирование. Оп, ой, еще раз макнем. Как-то так. Также, естественно, мы можем делать шлейфы 2. Тут тоже одна ракетка, понятно, лопнет раньше другой. Ничего в этом страшного нет. Убрали, ты доработали. Ну и как мы делали через пальчик, мы можем через эту ракетку сделать дымные снежки. Ух ты! Они у нас могут быть мелкие, если близко, да, как я сейчас делала. Ой. И покрупнее, если далеко.
тогда они не такие дымные. Но тоже имеет место быть. На этом, пожалуй, с ракеткой 10 сантиметров все. И мы будем переходить к ракетке 20 сантиметров. Мы переходим к ракетке 20 сантиметров. Ну и стандартно у ракеток у нас первое, что мы будем делать, это выбросы. Мы обмакиваем ракетку, притом обратите внимание, как ракетку лучше поднимать. Мы не вот так вот постоянно делаем, тогда у нас огромное количество пены будет. Мы аккуратненько боком поднимаем, тогда пенки будет меньше. Опустили, приподняли и начали делать выбросы. Стараемся также направлять наши пузыри вверх. Возле коленок их никто смотреть не будет. Сделаем еще разок. Во время выбросов двигайтесь по площадке, не стойте на одном месте. То и вам удобней, и смотреть на вас приятней. Ну и также выбросы могут быть все-таки более-менее статичные, если мы их делаем в бок. Но это на тот случай, если идти некуда. Также обратите внимание на то, что пленка у меня практически при выбросе не шевелится. Вот я зачерпнула, и у нее хождения вниз абсолютно нет. Я очень часто наблюдаю картину, когда люди выбрасывают, и вот у них назад. Выбрасывают, и вот у них вот это вот движение вниз. Выбрасывают, и вот движение вниз. Тогда пузырей будет намного меньше. Контролируйте этот процесс, это очень важно. Дальше мы будем делать вдувание. Мы первые два пузырика сбрасываем, третий. Расскажу, как мы ловим третий. Первый, второй тоже можно сбросить. Третий пузырик надули, пленочку резким движением лопнули. Оп, сверху наставили. Обратите внимание, где у нас расположена вот эта ручка. Не вывернута у нас ракетка, а вот так именно она и находится, так и должна быть. Попробую повдувать, уже, конечно, времени много прошло, но все-таки. Лопнем, расскажу сначала. Вдуваем. Вдуваем мы выдохами мелкими, такими. Расстояние у вас между вами и пленочкой должно быть минимальное, насколько это возможно. Главное, не задеть пленку носом. Попробуем сделать. Оп. Специально встану бочком, расстояние минимальное, я пробую вдуть. Дую я не единым потоком, как многие думают. То есть не вот так. Так ничего не получится. Стараюсь следить за тем, чтобы пузырь у меня как можно меньше шевелился. Если все-таки у меня, я пробовала, а у меня не вдулось, то тогда нужно дать ему успокоиться и тогда уже продолжать. И постепенно набирать темп, чтобы наши вдувания были быстрее, их было больше. Дальше. Дальше мы пробуем повдувать пузыри и выпустить их. Протыкаем верхушку, опускаем вниз ракетку. Еще раз расскажу, как это сделала. Очень важно, во время того, когда вы проткнули, вы должны опустить ракетку. Рука должна быть абсолютно сухая. Если сухой руки у нас вдруг оказалось, что нет, мы можем взять трубочку и обратной стороной, собственно, сделать. Или мы помним наше волшебное движение. Сделаем еще разок. Оп. Пожадничала. Еще разочек. Не надо сильно паниковать, если у вас не получается что-то с первого раза. Это нормально. Если что-то не получилось, ничего страшного, обыграли и пошли дальше. Абсолютно катастрофы никакой. У всех периодически лопаются пузыри. Это нормально. На то они и пузыри. Дальше мы будем пробовать делать теннис. Дым-машинку пока положим. Первый пузырик мы снова сбрасываем, подносим ракеточку вот так и пробуем таким же выдохом, как мы вдуваем,
выдуть один пузырик. И будем пробовать его набивать. Главное, чтобы пузырик у нас не попал на черный край. При набивании мы постоянно шевелим вот так ракетку, для того, чтобы в середине нашей пленочки было не слишком мокро, потому что если пленка будет слишком влажная, пузырь прилипнет. Сделаем еще раз. Также теннис можно делать с дымным пузыриком, но единственное, я не рекомендую надувать дымный пузырь прям сразу из дым-машины, потому что вероятность того, что у вас получится все, ну как бы очень мала. Будет сильно мокрый пузырик из дым-машинки. Поэтому надули сначала на ладошки, взяли ракеточку, опять сбросили пленочку, сдули пузырик, оп, и начинаем его, ух ты, набивать. Так тоже бывает. Сделаем еще разочек. Пробуем. Сбрасываем. Покачаем. Оп. Качаем. Оп. Ну, вот какое-то количество времени можно понабивать. Если пузырь все-таки, оп, прилип, сбросили. Ай, у меня тут маленький прилип. Сделаем специальный. Если вдруг еще раз прилип у нас пузырь. Так бывает очень часто. Дымный особенно. Как бы вроде как трюк не получился, ай-яй-яй. Мы его снова на ладошку ловим. Этот пузырик убираем. Ну и можем дальше снова делать, гонять их. Оп. Ну, практически до бесконечности. Поиграли, поддули, лопнули. Также можем делать сачок. Сачок я обычно делаю без дыма. То есть я первый сбрасываю, снова выдуваю, зачерпываю его, ой, лопнул. Выдуваю, зачерпываю, закрываю. Внутри там оказался пузырик. Еще разочек. Хоп, внутри оказался пузырик. Хоп, внутри оказался пузырик. В принципе, это можно делать с дымным пузырем. Но, как правило, происходит, что пузырик все-таки сильно прилипает. В принципе, можно. Это вариант для тех, кто любит заморочиться и в свою программу засунуть сразу все. Ну и через эту ракетку мы также можем делать дымные снежки. Я думаю, нет смысла повторять это. Сейчас мы посмотрим. Мы можем из ракетки, прямо из пленки, достать мыльный пузырь. Обычно это очень нравится детям. То есть пленка, есть мокрая рука, я к ракетке ее приставляю, хоп, у меня появился пузырик. Очень простой такой фокус. Особенно хорошо действует на детей 3-5 лет. Они не могут абсолютно понять, откуда взялся пузырь. Им нравится. Это, наверное, тоже больше для аниматоров. И сейчас мы будем брать вторую 20-ю ракетку. И ими пробовать делать двойные выбросы. Когда мы перешли к ракеткам уже вот побольше, да, 20-очкам, нам очень важно смотреть, чтобы, когда мы выбрасываем пузыри, расстояние между ними было. Потому что когда пузырь с пузырем встречается, происходит 3 варианта событий. Они соединяются, они лопаются чаще всего, либо они друг от друга отталкиваются. Вот если бы они всегда отталкивались, было бы хорошо, но чаще всего лопаются. Поэтому будем стараться контролировать расстояние и в пустые промежутки делать выбросы. И сделаем еще разок. Много пузырей не бывает. Понятно, что одна ракетка опять же будет лопаться раньше другой, ничего в этом страшного нет.
Ну и, собственно, нам нужно будет сделать шлейфы. Мы, кстати, одной ракеточкой шлейф-то не делали. Одной ракеткой мы вполне спокойно можем сделать уже достаточно приличный, длинный, красивый пузырь. Можем его просто вот так вот водить, как я сейчас водила. Можем там, не знаю, покрутиться вокруг себя, допустим. Можем попытаться сделать какие-то вот такие вот кругообразные движения. Вариаций очень-очень много, на что ваша фантазия способна. Ну и, собственно, со шлейфами двумя ракетками та же история. Также этими ракетками мы еще можем сделать тройной пузырик. Мы обмакиваем, вот мне стало много пены, сейчас я ее уберу. Мы обмакиваем две ракеточки, накладываем одна на другую и пробуем выпускать пузыри. Ой, еще разок. У нас должно получиться что-то вот такое. Но так получается не всегда. Ну, ничего там страшного нет. Обычно первый и второй появляются вот такими тройными, дальше уже как получится. Мы, в принципе, их можем тоже поймать. Вот такая вот штука. И попробовать туда повдувать. Тоже будет красиво и интересно. Ну и мы также можем пробовать делать шлейф двумя. Он либо соединится и станет такой побольше, либо так и пойдет параллельными полосками. Ну, вот нам не везет, параллельными полосками не хочет идти. Попробуем еще раз третий. Обычно вот полосками. От чего зависит, полосками он идет или не полосками? Ну, во-первых, от расстояния, во-вторых, от того, какой у вас раствор на сегодняшний день. Там он свежий или не очень-то свежий, или уже смешанный. Вот от этого тоже может зависеть. Поэтому тут нет стопроцентной гарантии, как говорится, что конкретно у нас получится. И перед тем, как перейти уже к более шлейфовым ракеткам, я хотела бы остановиться на огненно-пенной трубке. Огненно-пенная трубка, ну, как ею пользоваться, в принципе, да, там инструкция по эксплуатации у нас есть на моей странице в открытом доступе, я думаю, что вы сможете посмотреть. Я хотела бы показать, ну, вот, 3 основные вещи, которые я делаю с огнем, а потом покажу, что я делаю, собственно, с пеной. Становимся сначала на огне. Мочим руку, ставим трубку, нажимаем, надули, ну и подожгли. Это самое простое, да, что делают все. Второй способ. Поджигаем зажигалочку. И у нас так вот вспыхивает пламя. Ну и, собственно, третий способ. Ух ты. Мы делаем пальчики наши так же, как при дымном вулкане, и поджигаем вот здесь. Еще разочек сделаем. Куда-то у меня газ не туда ушел. Чтобы затушить, мы просто разводим пальчики. Ну и вообще, когда работаете с огнем, четко абсолютно помните, что рядом с вами огромная чаша с водой. Вы всегда можете затушить. Помните, что у вас на лице растут волосы, что у вас на голове растут волосы, вот они могут вспыхнуть. Руки ваши загореться не могут, ну как бы ничего страшного произойти не может. Ну а мы от огненной составляющей. Ну и понятно, да, что мы можем сделать огненный пузырик на световом столе. Но я думаю, что на этом даже не стоит останавливаться. А мы перешли к пенной трубке. Ну и первое, что мы с ней сделаем, тоже все-таки покажу еще раз. Огонь пенный, мало ли, вдруг кто не знает. Нажали, сделали пенку и подожгли ее. Вот. Ну а дальше мы просто будем делать пену. Если мы пену не поджигаем, мы на кнопочку не нажимаем.
Обычно с пеной, ну что делают? Можно на руке сделать пенный столбик, да? Достаточно длинный можно сделать. Мы его сделали. Уху, и дунули на него сильно-сильно. Полетели такие вот мыльные облачка. Мы можем пенкой сделать ребенку на голове, допустим, ушки. Или кому-то сделать бороду. Или сделать человеку на голове ирокез. Но я попробую сделать ушки, не знаю на чем, человека у меня нет. Ну вот на этой вот штучке, допустим. Раз. И два. И получились ушки. Ну и по такому же принципу делается ирокез, борода и так далее. Ну а потом, когда мы их сделали, мы их сдули, убрали и нету. Ну и на тарелочке более большого размера я делаю мыльный тортик. Обычно только на детских праздниках, на взрослых, ну как-то не делаю. На большой тарелочке мы можем уложить по спирали. Делаем вот так. Украшаем этот тортик красивой дымной жемчужинкой. Ну и теперь мы можем его все вместе задуть. Если вы работаете парой, вы можете детям, ну естественно объясняя, да, что реально этот торт есть нельзя, делать на ладошках кусочки тортика. Допустим, вы прошли, сделали пенку, ваш ассистент или там, помощник или ваш партнер пробежался, сделал. Ой, жемчужинки. Ну, у ребенка на руке осталась такая штука. Потом он там может проткнуть, допустим, эту сдуть. На самом деле интересно, весело, здорово. Вот, наверное, это все, что можно сделать, ну вот, на руках, по крайней мере, с пенной трубкой. У нас еще будут вариации с ней на световом столе, но это будет чуть-чуть позже. А сейчас мы будем переходить к следующим ракеткам. Следующие ракетки, они интересные, классные, здоровские, но они малофункциональные. Я начну с баблмейкера. Без него, конечно, в любом случае никуда. Да? Он делает у нас красивый мыльный дождик. Сейчас у меня два баблмейкера в руках. Сначала сделаю одним, потом двумя. Ну, тут просто мы опускаем, вводим, и у нас получается много мыльных пузырей. Если двумя, то их, соответственно, будет в 2 раза больше. Желательно в свои же пузыри не стукаться, когда будет много. Ну, такой своеобразный ручной генератор пузырей. По-моему, у всех артистов они есть, они бывают разные, но вот у нас вот такой. Следующие ракетки – это сердечки. Очень любимые всеми артистами, используются они на всех практически праздниках, и на свадьбах, и на детских праздниках. Они такие тоже малофункциональные, с ними получаются красивые фотографии, в них можно просто подуть. Еще разочек. Ими можно поделать выбросы, в принципе, да? Она теоретически может заменить 20-ку, но на практике немножко сложнее управляться, поэтому я не рекомендую заменять 20-ку сердечком. Но, в принципе, если вы аниматор, то тогда можно. Если вы серьезный артист шоу-пузырей, тогда не стоит. Красивые, яркие, дали молодоженам, они подули. Или можно дать ребенку, там, сказать, подуй пузыри, покажи, как ты любишь свою маму, что-то в этом духе. Ну, красиво, интересно, почему нет? Можно тоже, конечно, делать выбросы, допустим, 2 сердечками. Тоже вполне возможно. Следующая ракетка – это елочки. Ну, на какой праздник у нас елочки, я думаю, все догадываются. Тут как бы секрета особого нет. Елочка делает секционный шлейф. У меня елочки новые. Сейчас 2 секундочки полежат. Они все новые ракетки должны обязательно несколько секунд полежать в растворе, чтобы напитаться. Также, если это, конечно, мои ракетки. Также я не рекомендую без особой надобности эти ракетки мыть.
потому что раствор вы из них вымоете, и потом они будут работать немножко хуже. Но вот сейчас они у нас уже напитались, и шлейфы наши будут поинтересней. Ну вот, уже совсем по-другому себя ракеточка ведет. Таких шлейфов может быть 2. Ну, это больше такое анимационное украшение, чем функциональная ракетка. Хотя по форме, по своей напоминает, у моих коллег продаются лесенки, по-моему, называются. Ну, вот, аналог елочка. И еще одна ракетка из того же разряда, это звездочка. Звездочки используют обычно на детских праздниках. Очень редко я когда видела звездочки на взрослых. Ну, хотя вот как-то так. Смысл тот же. Красивая фотография. Можно подуть, можно дымком через них подуть, можно выбросы попробовать поделать, можно шлейф попробовать поделать. Но по большому счету она вот имеет место быть в комплекте только потому, что она имеет необычную форму. Вот, наверное, и все, что я могу сказать именно об этих ракетках, а мы вернемся к более функциональным нашим основным ракеткам. Ракеточка 30 сантиметров, ну, ею мы начнем по традиции с выбросов. Стараемся выбрасывать пузыри повыше, поэтому у нас тут дана достаточно длинная ручка. Во время выступления я выбрасываю их вообще достаточно высоко, но сейчас стараюсь как-то лицо, наверное, подсознательно не перекрывать рукой, получается ниже. Вообще. Таким вот образом мы можем делать выбросы. Вот чем больше у нас становится ракетка, тем важнее у нас, чтобы не появлялось вот этого вот хвоста обратного. Поэтому следите, чтобы пленочка не качалась. Ну, попробуем в движении. Оп, ой. Чтобы не было пенки у нас, за этим должен у нас обычно следить помощник, которого сегодня у меня нет. Первый шлейф у нас самый простой. Мы просто окунаем ракетку и ведем ее. Вот, потом отцепляется вот такой пузырик. Дальше мы попробуем сделать шлейф обрезанный. То есть мы поднимаем ракеточку бочком и снова тянем длинный пузырь. Шлейфы можно качать, чтобы они больше играли. Вверх-вниз. Ну или вверх-вниз еще посильнее. Также мы можем сделать, например, бублик. Оп, ой. Как делается бублик? Покажу сначала без пленочки. Мы поднимаем ракетку вверх, рисуем ей вот такой круг и ракетку тоже поворачиваем вместе с пленкой. Если одной рукой изначально тяжело, делайте двумя. Попробуем вместе с пленочкой. Оп, ой, хорошо, смочим краешки. И поехали. И можно его сделать побольше. Вот. Далее мы берем вторую тридцаточку и делаем двойные выбросы. Оп, оп. Еще разок. Хоп, хоп. Также ищем свободное место, куда у нас пойдет пузырь. О, отлично. Вот так вот. Достаточно большом расстоянии, достаточно много пузырей. Дальше двумя ракетками мы будем делать шлейфы.
Мы можем их вести параллельно. Один над другим можно вести, слегка шевеля. Ну и можем просто вместе, допустим, поднять, а потом развести. Ой, еще разок. Так тоже бывает. Если один лопнул, дорабатываем второй. Оп. Ну и тут можно обыграть и довдувать. 1/30 ракеткой мы сейчас будем делать накручивание. Мы поднимаем ракетку из поддона и начинаем ее вести по спирали. Мы можем это делать вдоль вытягивая, либо накручивая внутри пузыря, чтобы пузырь стал больше. А если мы делаем в длину, то тогда можно прямо из поддона поднимать. Так мы делать сейчас и будем. Такая вот спиралька получается. Либо, абсолютно не отходя, на одном месте внутри пузыря мы крутим, и у нас получается пузырик большего диаметра. Оп, он достаточно большой получился. Попробуем обрезать и сделать еще одну спираль в движении. Основная задача. Мало того, что мы крутим ракетку вот так, мы еще ее крутим вот так, проворачивая. Чем будет больше виток спирали, тем больше она на червячка будет похожа, что ли. И в итоге мы получаем большой пузырик. Такую спиральку можно делать и 30-кой, и 45-кой, но придется потренироваться. А мы перейдем к ракетке диаметром 45 сантиметров. О, нет, пардон. Я забыла упомянуть еще об одном функциональном дополнении этой ракетки. Ракеткой можно делать мыльный скафандр. То есть подходит к нам ребеночек, и мы ему на голову одели. Либо, если он где-то сидит, мы донесли ракеточку, ему на голову оп, одели. Я не рекомендую 30-ю ракетку надевать на голову взрослому человеку, потому что, конечно, его голова сюда войдет, но вы можете задеть нос, и будет неприятно и мыльно. Ну и теперь мы можем абсолютно смело перейти к 45-й ракетке, которую уже на голову взрослому человеку абсолютно точно можно надеть. Наверное, с этого начну. Оп. То есть вполне вероятно. Ну а внутри номера первое, что мы делаем, это выбросы. Наши стандартные классические выбросы. Ракетка стала уже побольше. Пузыри стали тоже побольше. Один раз обмакнули, вообще должно 4-5 пузырей вылететь. Но очень много зависит от того помещения, в котором вы, собственно, проводите ваше шоу. Если оно пыльное, либо сухое, либо, возможно, где-то вентиляция работает, то тогда будет подлопываться. Но 2-3 пузыря все равно должны получаться. Также мы можем делать шлейфы. Шлейфы будут уже потолще, побольше. Можем сделать радугу, в которой мы стоим. Оп, не получилась радуга, еще раз. Вот так. Можем также попробовать понакручивать. Но тут уже много витков не получится сделать, потому что мы ограничены пространством. Шлейфы могут быть. Такие вот играющие. Будем делать бублик. Оп, получился. И этой ракеткой мы уже вполне смело можем погружать ребенка в мыльный пузырь. Ребенок, смотря какой, худенький, толстенький, в нее вполне спокойно поместится. Очень хрупкие девушки тоже помещаются. Можно обрезать и погрузить сверху. Оп. Либо прямо из поддончика радугой и на человека. А мы будем переходить к следующим ракеткам. Ну и сейчас у нас будет блок крупных
шлейфовых, таких секционных ракеток. Я начну, пожалуй, по тому же порядку, как я иду во время, собственно, программы. Почему такой порядок? Да, потому что от ракеток, от многих, получается много-много пены. И нам нужно как-то вот пытаться так сделать, чтобы они шли в том порядке, как вот они пену набивают. Это ракетка большой баблмейкер. Она делает центральный шлейф и много маленьких пузырей вокруг него. Мы ее введем. Центральный шлейф обычно достаточно быстро лопается, а много пузырей продолжают в воздухе висеть. Иногда я специально лопаю центральный шлейф. Сделаю вот так. И просто, как из снежинки, из нее летит много крупных пузыриков. Больше с этой ракеткой сделать ничего нельзя. Ну, там, за исключением каких-то, да, модификаций, типа, а я буду кружиться, и у меня полетят. Но это уже больше вопросы не к ракетке, а к вашей подаче этой ракетки. Следующая ракетка, любимая всеми, ромашка. Она не делает отдельный выброс, это только шлейфовая ракетка. То есть мы ее опустили и потянули красивый, нарядный секционный шлейф. Ну, можно абсолютно по-разному водить. Ну, еще ей можно сделать бублик. Ну и обратите внимание, сколько пены, да, у нас получилось. Оп. Ну, фотографии, конечно, видео, и, в принципе, эффект от нее очень классный. Она вас выручит, когда раствор не очень хороший, когда на улице ветрено, когда с помещением не повезло, когда кондиционер работает, а гиганты должны быть. Вот это как раз тот вариант. Ну и похожая на нее ракетка веер. Обычно я их использую парой, но вот сегодня она у меня одна. Она делает что-то похожее. То есть сейчас уберем пенку. То есть тоже секционный шлейф. Тоже палочка-выручалочка во время каких-то форс-мажоров. Всегда она поможет. Ну и пока мы не перешли к улице, здесь дальше у нас вообще, по идее, должен быть блок с уличными палочками. Я остановлюсь на последних ракетках. Это пенные ракетки. От них пены нереальнейшее количество. Их можно использовать только в конце программы. На площадках, где нет вероятности, что сильно ногами растащут. От них очень становится влажно. На улице главный помощник однозначно. Ну а в целом зимой я рассказываю, что она делает мыльные сугробы. Можно по одной, а можно уже и двумя. То есть пены от нее очень много. Вся площадка однозначно будет в пене. В поддоне уже тоже. Вот мы ей просто, собственно, машем. А если это улица, то там уже нам ветер поможет. И я видела, что многие девчонки достаточно быстро это делают, тогда из нее еще вот они вот долго-долго делают, много пузырей летит. Ну вот такая вот секционная ракетка. На этом, пожалуй, вот ассортимент моих ракеток закончился. Я показала, что я с ними умею. Будем переходить к уличным палочкам. Ну и пришло время рассказать об уличных палочках. Сейчас на данный момент у меня их 4 вида, планируется 5-я. 5-я это как раз будет палочка для погружения человека в пузырь веревкой, чтобы можно было вдвоем за палки взяться, а не держаться вот руками, мокрое, не очень хорошо. Но пока 4. Я сначала покажу вам те, которые используются и в помещении, и на улице. Потому что самое большое заблуждение, что вот можно только на улице. Неправда. В помещении тоже можно, тоже круто, тоже здорово. Это треугольник. Мы его опускаем, вместе поднимаем, разводим, делаем шаг и, еще разочек сделаем и закрываем. Только чуть-чуть это все делается побыстрее. Оп! И у нас получился достаточно большой, красивый, нарядный пузырик. В принципе, из вот так вот палочки может получиться до 2, наверное, пузырей, если они будут не очень большого размера. Ну да, вот 2, 3
сомнительно. Да, третий уже не получается. И еще мы можем сделать этими же палочками длинный шлейф. Ой, или не можем. Сейчас сделаем еще разочек. Поднимаем, разводим, повели. Ведем до тех пор, пока не лопнет. Ну, ведем, ведем, ведем. Если уже идти некуда, остановились, можем попробовать закрыть. Вот это вот, собственно, треугольничек. Сделаем еще раз шлейф. Покоя мне не дает он. Оп. Можно попытаться закрыть. Ай, получился прям большой пузырь. Следующая веревочка, которая используется в помещении, это сетка. Ей вот уже отдельный пузырик сделать не получится. Получится сделать такую своеобразную стену из мыльной пленки. Мы также опускаем, поднимаем, разводим и ведем. Получается вот так. Здесь очень важный момент. Покажу пока без пленочки. Вот вы поставили, впереди у меня сейчас левая рука. Мы прошли. Вот здесь на повороте раз, мы руки поменяли местами. И повели снова. По кругу прошли, снова поменяли. Чтобы у вас постоянно веревочка набирала воздух. Постоянно мы набираем воздух. Потому что как только вы поведете веревку вот так ровно, пузырь обрежется, и его не станет. Попробуем сделать еще раз. Оп. Это один из самых больших, самых гигантских пузырей в программе. Обычно очень хорошо аплодируют зрители вот этой веревочки. Ну и в принципе это несложно. Также, конечно, их можно использовать на улице. По аналогии мы окунули, подняли, встали, ветер сзади меня, и он туда дует, и пузырики наши уносит. Если ветра недостаточно, я начинаю идти назад. В принципе, вот как-то так. Если у нас в руках треугольник, да, предыдущий, тоже ветер дует, мы можем соединять, открывать, соединять, открывать, соединять, открывать. И будут получаться отдельно летящие пузыри. Ну а на очереди у нас ракетки, которые я использую вообще только на улице. Чисто в теории можно их использовать в помещении, но вот бусы не использую в помещении, потому что с ними некуда бежать. По идее, если ветер очень сильный, я поднимаю бусы, он дует, и должны полететь много мелких пузырей. Конечно, в помещении это не происходит. Если ветер не очень сильный, то мы опять же растягиваем бусы и быстро бежим назад, достаточно далеко, и у нас вылетают пузыри. Если мы в помещении, то вариант только один. Делать вот так, ну, по-моему, недостаточно эффектно. Поэтому мы запоминаем, что бусы у нас в основном только для улицы, и там мы ими и будем пользоваться. И еще одна новинка этого года – сетка. А почему я считаю, что она уличная? Потому что с нее течет огромнейшее количество жидкости. Она прям такая серьезная. Ну и в помещении, когда ей пытаешься дуть, вот смотрите, как с нее течет, получается, ну как бы вот не очень вразумительное что-то. Так же, как с пенными ракетками. То есть что-то летит, а что летит, как бы толком непонятно. На улице же при сильном ветре из нее будут лететь очень красивые секционные шлейфы. Притом при любом практически ветре шлейфы она выдает. Поэтому в ветреную погоду это большой друг и помощница. И пришло время перейти к человеку в мыльном пузыре. Поддон, я в него налила жидкость. Сколько наливать жидкости? Жидкости нужно наливать столько, ну, во-первых, сколько вам не жалко, во-вторых, чтобы ракетка обязательно тонула. Притом желательно, чтобы она прям хорошо-хорошо тонула. Не жалейте жидкости, все равно начнете погружать, и вам придется доливать. Нам нужно смочить края. Обычно помощник перед тем, как выкатить, должен был это сделать. Но если он этого не сделал, движениями туда-сюда мы можем вполне спокойно это сделать. Теперь, чтобы проверить, насколько у нас все мокро, мы должны поднять просто обычный столбик. Берем, поднимаем. Если столбик стоит, значит края хорошо смочены и можно работать. Помимо погружения можно какие-то определенные трюки, конечно, с этим тоже
делать? Ну, во-первых, можно поднять столб, поднять столбик и повдувать в него. Еще разик, хоп. Можно погрузить саму себя. И можно сделать выбросы ракеткой, если вам позволяет помещение. Ну, вот, не хотелось бы мне выходить за ковер. Иногда бывают такие помещения, где и так ковролины, можно спокойно бегать этой ракеткой куда хочешь. Ну, вот, наверное, это сегодня не наш случай, но мы сейчас сделаем еще разок. Поднимаем. Ух ты, поторопилась. Поднимаем, обрезаем и выбрасываем. Ну, один так один. Продемонстрировали его красиво. Можно сделать, конечно же, какой-то шлейф, насколько позволит вам ковер, чтобы можно было куда-то идти, ничего не залить, не упасть. Если сцена большая, можно вообще, в принципе, побегать. Ну а теперь расскажу немножко о том, как мы погружаем человека в мыльный пузырь. Человек у нас должен стоять четко посередине. Если ваш поддон на колесах, то тогда его можно спокойно двигать. То есть первый раз поставили человека, он четко посередине, и пробуем поднимать пузырь. Снизу мы поднимаем достаточно быстро, кверху постепенно, плавно замедляемся. Мой пузырь сейчас, видно, смещается очень сильно вперед. Это значит, что в этом помещении так ходит воздух. Значит, человека в этом помещении я буду ставить максимально вперед. Тогда ветер подует, и он не лопнет об ноги. Если у нас будет обратная, да, какая-то ситуация, допустим, будет с этой стороны, мы человека поставим ближе к этому краю. Если с этой, ближе к этому краю. То есть мы смотрим обязательно на поведение пленки и стараемся под нее подстроиться. В поддон диаметром 1 метр входит обычно до 3 взрослых, если они такие стройные и красивые, но обычно 2. Если это дети, в принципе, я и 5 человек сюда ставила. Но это при условии, что в помещении у нас абсолютно ровно, хорошо стоит столбик. Если в помещении хождение ветра есть, значит 5 человек мы ставить туда не будем. Еще один очень распространенный вопрос о том, как погружать невесту, у нее такое огромное красивое платье. Понятно, если платье позволяет, мы ее поставим внутрь. Если платье не позволяет, невеста у нас станет с краю. Вот таким вот образом. Вот. Как с очком. Мы можем обрезать пузырик, так же, как мы делали на выбросах, и набросить на него его вот так. Если мы хотим погрузить жениха и невесту одновременно, мы можем поставить их рядышком, накрыть их сачком, либо жениха поставить внутрь, невесту снаружи в красивом ее платье, и попробовать их радугой погрузить. Оп. При этом они могут целоваться, тянуться друг к другу. Понятно, что пузырик у нас будет стоять недолго. Это буквально секунды. Но для фото это вполне достаточно. Вот, наверное, по человеку в пузыре у меня практически все. Всем привет! Видеокурс, который уже у вас в руках, так сказать, с которым вы ознакомились, мы решили доснять некоторые дополнения, поскольку время идет, и наш жанр не стоит на месте, естественно, все развивается, поэтому у меня есть несколько элементов, которые мне нужно обязательно вам допоказать. Итак, несколько элементов из ручного блока. Я их специально себе выписала, буду подсматривать в листочек, ну и вам показывать, рассказывать. Первое, что я вам хочу показать, это 8. Я не знаю, почему уж она не вошла в предыдущий блок, но все же. Опускаем 2 руки, мочим их, значки окей, нам уже хорошо знакомы. И давайте начнем, наверное, с правой руки. Вот таким образом начинаем рисовать в воздухе 8. И у нас получается достаточно много пузыриков. 2 ручками 8 летят. Важно поставить пальцы вот так и двигать, постоянно набирая воздух. Провели,
повернули, провели, повернули, провели, повернули. Попробуем еще разок. И темп. То есть, если вы поведете сильно медленно, пузырей не будет, если сильно быстро, то тоже не будет. И смотрите еще какой есть момент. Если постоянно стоять на одном месте, то вы по своим же пузырям и стучите. Поэтому отходите немножечко назад, либо наоборот идите вперед. Также важно, сейчас покажу. Вот когда вы вот так вот вводите, на одной из рук может кончиться пленочка. Раз, снова мазнули пальчиками и снова полетела. То есть прямо в процессе увидели, что нет пленочки, попробовали пальчиками провести. Ничего страшного. Ну, конечно, много раз вы так сделать не сможете. Но все же, элемент вообще классный, прям классный, я его всем рекомендую. Дальше, в курсе вы видели элемент с вулканом, когда вулкан лопали указательным пальчиком. Так вот, вулкан можно сделать еще и двойным, через соединение простого и дымного. Немножечко повторим. Ух ты! Опять же надули, подсушили, соединили. Ух ты, лопнул. Кстати, про соединение. Соединять можно не только, как я показывала в курсе, но еще вторым способом. Лишний пузырик, ничего страшного. То есть не вот так, как они стояли, еще вот так вот можно соединять. Что-то не заладилось. Давайте сделаем еще раз. На самом деле так бывает. Особенно, когда болтаешь в процессе много. Давайте. Покачали, 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 подсушили. Бах. Ну, не соединился, щелбаном соединили. Дальше мы выводим двумя пальчиками, делаем дырочки прям поменьше. И одновременно... И получается двойной вулкан. Ну, зависит, естественно, время его сдувания от того, насколько большой будет пузырик, и от того, насколько будут маленькие у вас дырочки, насколько вы натренируете это чудное искусство. Ну и, кстати, когда у нас не соединилось, я вам еще одну хитрость не рассказала, как сделала. Сейчас попробую рассказать. Давайте, наверное, на прозрачных пузырях, чтобы было более понятно. Есть два пузыря. Мы хотим их соединить. А они вот не хотят, видите, да, они вот совершенно не хотят. Как бы нам их лопнуть? Мы заводим вот сюда пальчики и вот на эту пленочку делаем щелбан. Чпок. И пузырик соединился. Это такая небольшая хитрость, которая может пригодиться, потому что не всегда у нас пузыри вот хотят вот такие вот телодвижения, да, делать. Еще один элемент. Надуваем пузырик на ладошке, пока на одной, вот мы его надули, обхватили его пальчиками, приподняли руку вверх, сбросили ее вниз и начинаем, ох ты, и начинаем, и не начинаем, и начинаем набивать. Второй пузырь первым. То же самое можно делать двумя руками. Выглядит забавно, ну, естественно, пузыри могут быть дымом наполненные. Вполне доступно. Элемент очень интересный, очень смотрибельный. Смотрят его и взрослые, и дети. Имейте это в виду. Но еще пара хитростей, так сказать, расскажу про то, как пузырик, который на лету у нас может влипать, либо не может влипать. Ну вот есть пузырь, дымный, красивый. Мы его сдули, погоняли, ну, допустим, на лету его поотщипывали, да, сколько-то пузырей у нас получилось. Вот мы один из них поймали, ну, поиграли. Про влипание, кстати, у нас сейчас не вышло ничего, потому что один из пузырей лопнул. Давайте сделаем иначе. Вот таким образом сделаем. Показала, в принципе, не то, что хотела, но смысл, да, тоже ясен, что на лету можно отрывать.
покажу другое. Сейчас поотрываю элементом, который расскажу позже, как сделала. Ну, просто поотрываю. Вот я поотрывала, и дальше хочу эти пузыри подлавливать. Ух ты, еще раз. Называется специально и не сделаешь. Обычно это происходит в процессе одного из трюков. Вот смотрите, в чем фишка, да? То есть, когда я его ловлю вот этим вот боком, вот так, вот этой вот частью, он абсолютно спокойно влипает. Но если я его, допустим, буду ловить вот так, он, скорее всего, будет набиваться. А если боком, то он будет влипать. Вот это вот имейте в виду, это очень важно. Потому что, когда вы захотите какой-то элемент превратить в другой, это уже какая-то связка, чаще всего специально ее не сделаешь, то есть тут из песни слов не выкинешь. А когда-то какой-то момент наступает, и это умение вам пригодится. Допустим, набивали, потом бах, собрали их в один. Ну, круто, почему бы и нет. Про элемент, который обещала вам показать, отрывание крупных пузырей. Отщипывание мы с вами вместе делали в видеокурсе, а вот отрывание не сделали. Надуваем достаточно крупный пузырь, ставим ручку вот так, двигаться она у нас будет только в кистевом суставе. Расставляем пальчики и резкими движениями начинаем отбрасывать пузыри. Притом это можно делать как и держать за ту руку, так и на лету. На лету вообще интересно получается. Надули, сдули и поехали их отрывать. Пузырь, понятно, может быть дымным, да? Это тоже все понимаете. Ну и двумя руками мы можем отрывать. Сразу вам скажу, левая рука у меня немножко косипорит. Сейчас мы проверим. Может Дарьяна или не может? Ну, иногда может, но все равно левая, ее еще надо тренировать. То есть, видите, с левой у меня не очень-то, а с правой вполне спокойно. Поэтому тренируйте. Если ваша правая сейчас ведет себя так же, как моя левая, ну, это значит, что вам не хватает тренировок, и все у вас получится. Следующий элемент — соединение бус. Ну, это связка. Естественно, это связка. Делаем бусы. Как у нас было в видеокурсе. Вот они получились. Ну и дальше, как я вас научила, мы щелбанами наши бусы превращаем в единый пузырик. Ну а вот потом вы можете уже в него и повдувать. Зрители всегда нам наиболее благодарны, когда элементы идут не отдельно друг от друга, а идут в какой-то связке. Это повышает ощущение волшебства. Только не забывайте очень важный момент. Сделали что-то, собрали бусы, зафиксировали, показали, улыбнулись. Потом соединили, показали этот готовый пузырик, потом попробовали вдувать. Чтобы не получилось, что это было бесконечные какие-то потуги сделать что-то, а то, что нужно сделать, вы не сделали. Это будет у нас немножечко обидно. И еще в видеокурсе не было буквально 3 элементов, которые мне бы хотелось бы вам еще показать. Сделаем еще один элемент, который, ну, в принципе, был у вас в курсе, но не было связки, не было окончания. Это дымная гусеница, и у нее есть окончание, когда мы выдуваем мелкие пузырики. Ну, давайте сначала дымную гусеницу соберем. Собрали, дальше подцокаем, как на лошадочку. Про цоканье я вам отдельно сейчас еще расскажу. Теперь мы заводим трубочку и начинаем выдувать. Вот такой вот элемент. Дыхание мое работало вот так. Ну, чтобы было понятно, да? Теперь про цоканье и про лошадку история. Ну, соберу просто 2 пузырика, чтобы было тоже ясно.
Ранее в курсе я рекомендовала вот эту пленку лопать тем, что мы в трубку вот тут дуем сильно. Сейчас я вам рекомендую делать другое. Вы должны делать, ну как, вдыхать в себя, но не сильно, да, то есть такое, ну как говорят, как нехорошо. Вот так вот вы должны сделать. Тогда эта пленочка лопнет. Это можно делать достаточно быстро, это очень круто, тренируется просто. Ну, то есть вы просто на прозрачных пузыриках потренируйтесь, когда у вас прозрачные будут соединяться, вы уже можете переходить, ну, собственно, и вот к нашей дымной гусенице. Кстати, круто она получилась, я думаю, что вы тоже оценили. Еще один простенький достаточно элемент, но интересный, связан с ракеткой 20 сантиметров. Сейчас мы его сделаем. В принципе, он основан частично вот на том, что мы сейчас с вами делали. Но я просто покажу о возможности такого трюка, ну, чтобы вы знали, что он есть. Сейчас бумажку свою подвину, зинк, чтобы она никак нам не мешала. Поймали пузырь. Все отлично. Дальше берем нашу дым-машинку. Раньше времени получилось чудо. Я как истинный пузырист не должна была пропустить этот момент, да? Вы же все знаете, что самое главное, если у вас что-то не получилось, сделайте из этого что-то красивое. Тут возможность была сделать красивое, реальное. Вот, дымный обычный, мы опять же в него цокнули. Дымочек остался внизу. Теперь ручкой его прихватите и пошевелите, поднимите этот дымочек. Пусть он идет вверх, пусть задымит весь пузырик. Видите, как он там, ох, красиво ходил. В принципе, вот то, что он там походил, это все. Но если у вас нет в арсенале светового стола, это вот момент, который вы можете взрослым показать, ну, достаточно красиво и интересно. Мне кажется, что оно оправдано. Ну и опять же, от этого пузыря, если захочется доиграть, если он выживет, вы можете отрывание поделать, чтобы было понятно. Еще разочек покажу, вдруг людям будет неясно, что я имела в виду. Ну, то есть вот он задымлен. Ой ты, хорошо смочить все, естественно. Ну, будто бы он задымленный, и мы им вот выкидываем, как мы выкидывали, да, потом проткнули, выдули, неважно. А вот эти вот моменты я вам должна была показать. И еще последнее, да, в вашем блоке, что я должна была показать, это вот эта вот ракетка «Вулкан», которая есть сейчас у нас в прайсе. Ну, вдруг она у вас есть в арсенале, а вы не знаете, что с ней делать. Так вот, я должна показать. Ну, показываю. Надуваем. Ух ты. Кстати, да, момент, очень важный момент. Очень многие, у кого нет светового стола, у них нет вот таких трубок. И они говорят, как мы будем пользоваться ракеткой «Вулкан», у нас трубки нет. В принципе, чисто в теории, для надувания одного единственного пузыря вы можете использовать огненно-пенную трубку. В этом нет ничего ужасного. Вы ее обмакнули, но, естественно, не топите ее, иначе потом огня вы из нее не сделаете. И надувайте на здоровье. То есть, как бы, помните о том, что многие вещи, они достаточно универсальны. Сверху надули дымный, опять же наша трубочка, опять же мы ее завели и туда цокнули. Все, дымок пошел. Красота, красота. Вот пузырик наполнился дымом. Сверху. И он начал выходить. И вот здесь попробуем положить пузырик. Пузырик должен быть небольшой. Ой-ой-ой, вот у меня сейчас прилипнет. Пузырик должен быть небольшой, достаточно. Давайте заново сейчас сделаем. Начало-то положено. Пузырик должен быть небольшой. Вы должны скинуть первый и положить второй или третий. Я сейчас этого не сделала, потому что с вами болтала. Поэтому давайте сделаем как положено. Уйди. Уйди, пожалуйста.
Вот он у нас туда стек. Сюда вытек. Первый скинули, второй положили. И его, ай-яй-яй, его держим, 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 держим. Вот так вот на потоке. То есть удержать вполне возможно. Имейте это в виду, что если у вас нет светового стола, какой-то там второго яруса, чего-то там еще, то пользуйтесь. Вещь интересная. Ну вот, наверное, я вам показала все, что умела из вашего вот этого вот блока. Желаю вам, чтобы у вас все получалось. Работайте над собой, развивайтесь, будут новые идеи, пишите. Ну и самое главное, помните, что любые трюки, точнее все трюки, которые я вам показала, не нужно запихивать в одну программу. Их нужно складывать в интересные связки, потому что по раздельности это будет занимать нереальное количество времени. В связке каждый элемент занимает времени меньше, программа становится насыщенней, оттачивайте мастерство. Я была очень рада быть вам полезной. Пока-пока.